Приветствую вас на канале Техревизор. В 2023 году монитор компании LG получил награду за лучшие инновации и технологии. Им стала новинка на 45 дюймов с OLED-матрицей и частотой вертикальной развертки 240 Гц. Первый в мире, к вашему сведению. Этот случай вдохновил меня покопаться в мониторах LG, посмотреть, что сейчас нам может предложить рынок. В итоге собрал 5 лучших моделей в один рейтинг. Не таких, конечно, ультратехнологичных и навороченных, а скорее более простых, доступных большинству. Ведь вряд ли многие побежали покупать этот здоровый дисплей на 45 дюймов, несмотря на то, что он номер один. Я взял пятерку полностью уверенных, состоявшихся и проверенных временем моделей, которые можно рассмотреть к покупке под разные задачи, от работы до гейминга. Поэтому давайте начнем знакомиться с участниками. А пока можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пятое место рейтинга, как всегда, за простячковым вариантом LG 27MP400. Он дает минимум необходимого для комфортного пользования. Тут у нас приличных размеров диагональ – 27 дюймов, что уже радует, так как в бюджетке в основном самый низ – это 24 дюйма. Но с разрешением ничего удивительного не мудрили и поставили стандартное Full HD. 27 дюймов и Full HD не самая лучшая комбинация, которая у некоторых мониторов приводит к зернистому и пиксельному изображению. Но если бы и у этого LG была похожая болезнь, то в рейтинг он бы точно не попал. Здесь переживать не о чем. Картинка получается четкой. Разглядеть какие-то пиксели можно только при близком расстоянии от дисплея. Уверен, никто из вас так близко, притулившись к монитору, не сидит. Поэтому и беспокоиться не о чем. Из приятного внутри стоит адекватная IPS-матрица. Адекватная значит нет жестких артефактов по типу битых пикселей, выгораний и полос во всю ширину экрана. Простая яркая матрица, которая показывает нам насыщенные цвета. Но и засветы она тоже показывает, особенно видно на стартовом черном экране ПК. Тем не менее, дальше вы их вряд ли еще где-то увидите. В каких-нибудь рабочих программах или в играх вряд ли, они не настолько огромные. Если только на черном фоне и в темной комнате, а в остальном переживать не о чем. Простой дизайн, даже безрамочный можно сказать. Вполне приличный офисный стиль. Устойчивая ножка хоть и немного странно выглядит, но с ней монитор стоит уверенно. Не хватает, конечно, каких-нибудь регулировок, здесь только наклон есть. Ну и DisplayPort не хватает для полного счастья. Пока только VGA и HDMI. Но самый жир еще впереди, поэтому давайте перейдем к следующей позиции. Четвертое место занимает LG UltraGear 24 GN65R. Это 24 дюйма с Full HD разрешением, пока ничего сверхъестественного. Но вот частота обновления тут уже 144 Гц, и вот уже другие ощущения в играх. Плавная картинка получается. И уже въевшийся геймплей выглядит сильно интереснее. Да что там, даже листание ленты и браузера поначалу приносит небывалое удовольствие. А если прибавить к этому IPS-матрицу, хорошие углы обзора, насыщенные цвета, натуральные тона и все вот это, жизнь начинает приобретать смысл и наливаться новыми красками. Хотя все те же засветы потом могут подпортить настроение. Но это если вам удастся замечать их в ходе использования, в чем я сильно сомневаюсь. В остальном на помощь приходит Flicker Free, который уберет мерцание подсветки и сохранит вам зрение, и FreeSync, который подгонит и сгладит углы, пока ваша видеокарта будет тупить. Мало ли 144 Гц дадутся сложновато. Но уточню, что FreeSync сугубо AMD-шная тема, то есть с видеокартами NVIDIA она не работает. За зеленое подразделение отвечает G-Sync, которого этот монитор не поддерживает. А вот уже DisplayPort он поддерживает. Хотя еще бы, не будет же он выжимать 144 кадра из подключения по VGA. Тут нужен зверь посерьезнее. Также рядом разместился HDMI. В общем, ничего необычного, все на своих местах. Но сам дизайн монитора, конечно, впечатляет после прошлого офисного. Реально габаритный и злой дядя, который не приемлет Майнкрафт и прочие детские штучки. Тем не менее, он готов прогибаться под вас так, будто вы что-то решаете. Поэтому можете отрегулировать высоту или угол поворота. Можете повернуть на 90 градусов, если хотите. Не хотите – не поворачивайте. Но имейте в виду, что такая возможность есть. Тройку лучших открывает LG 32QN600B.
Вот этот здоровый монитор на 32 дюйма более суровый. Его подрегулировать ни по какой оси не получится. Он твердо заявил о своей непоколебимости. Хотя нам это и не на руку, но придется идти с ним на компромиссы. Так он взамен предлагает здоровенную 32-дюймовую панель с 2К разрешением. Это уже не 27 дюймов с Full HD. Это серьезная игрушка для серьезных занятий. Хотелось бы сказать для игр, но остановил тот факт, что его максимум в частоте обновления 75 Гц. Вот тут обидно, конечно, но все из-за стоимости. Все-таки эта модель не такая дорогая, чтобы вкладывать в нее фарш. Тем не менее, на борту остается все та же IPS-матрица, а значит, те же контрастные цвета, яркие моменты в играх и захватывающие в фильмах. Хотя с такой диагональю оно и не удивительно. Поглощает с головой. Не хватает разве что кривизны для лучшего погружения. Но и без того ощущения крутые, спорить бесполезно. Хотя с более плавной герцовкой были бы еще круче, согласны? Но имеем то, что имеем. Плюс мы имеем вполне сдержанный дизайн, тонкие рамки, толстоватый корпус и массивную подставку. В совокупе монитор не выглядит как-то броско, не привлекает внимания какими-то своими игривыми элементами дизайна, просто уверенно стоит на своем месте и не выдает своих козырей. Но как только дело доходит до включения, советую занять место поудобнее. Ожидается жесткая посадка. Ладно, давайте еще пару слов о чем-то материальном. Например, разъемы на задней панели. Есть пара выходов HDMI и один DisplayPort, чтобы подключить все необходимое для классного времяпрепровождения. Ну а если малофункциональная ножка вас не устроит, можно будет повесить этот монитор на стену с помощью кронштейна и крепления веса 100 на 100 мм. Ну, об этом мониторе вроде все сказал. Давайте двигаться дальше. Серебро забирает LG 27UL500. Теперь посмотрим на более привычные размеры. В нашем распоряжении диагональ на 27 дюймов и стандартные 60 Гц. Но главное – это разрешение 4К. Чистые 4К на 27 дюймов. Вот так четкое изображение и получается. Картинка будет смотреться по-другому, особенно если до этого вы пользовались Full HD или 2К. Само собой, за все в ответе IPS, поэтому цвета просто отличные. Да и засветов, кстати, практически не видно, так как они минимальные. Даже если специально искать, и то постараться надо. А так, все регулируется, настраивается и адаптируется под потребности каждого. Из приятных дополнений есть фликер, FreeSync и HDR. Правда, HDR не особо хвалит. Дело в недостаточных характеристиках для лучшего функционирования. Но на деле нужно просто немного поднастроить, и картинка действительно станет реалистичнее и насыщеннее, а к остальному и привыкнуть можно. Главное, чтобы артефактов не было. Битые пиксели, шлейфы, какие-то полосы – все это не даст покоя. Но пока у этого монитора никакая партия не отличалась знатными косяками, поэтому все надежно. На задней панели монитор имеет такие выходы: 2 HDMI и 1 DisplayPort. Ничего нового и удивительного. Все, что нужно, можно подключить. Конечно, в идеале бы еще парочку скоростных USB сюда, но, увы, будем радоваться тому, что есть. А вот по внешней части есть некоторые интересности, например, форма подставки. Такой полукруг, как у модели с прошлого места, вполне вызывает доверие и хорошо удерживает монитор на столе. Только нужно быть готовым к этой подставке. Кому-то она может показаться неудобной или непрактичной. Хотя все это можно исправить, закрепив монитор на стене. В общем, получается чисто рабочий вариант. Как по мне, частоты обновления не хватило. Хотя для какого-то жанра игр вполне достаточно и 60 FPS. Но на перспективу хотелось бы запас хотя бы в 144. Лидером рейтинга стал LG UltraGear 27GN800B. Этот монитор не самая топовая позиция среди всех моделей LG. Он и близко не стоит к тому, который получил премию в 2023 году. Но в этом и заключается весь смысл. LG UltraGear 27GN800 стоит адекватных денег, и за эти адекватные деньги предлагает отличные характеристики. В его основе лежит матрица поколения Nano IPS. Это более навороченная по цветопередаче технология, разработанная самим брендом. Хоть для монитора заявлено самое обычное покрытие sRGB в 95-99%, цветовой охват на тестах показывает превосходство над конкурентами. Так что на фоне прошлых участников у этого лучшая цветопередача. Плюс к тому такая матрица жестко противостоит остаточному шлейфу. А так как у нас здесь 144 Гц, надежная защита будет как раз к месту.
Поэтому не стоит переживать без повода. Да и монитор заряжен всем вот этим вот улучшайзингом в лице FreeSync, Flicker Free и, наконец, G-Sync. Про Nvidia здесь подумали, и это несмотря на довольно народную цену монитора. Некоторые бренды и в топовых сегментах забыли про G-Sync, но не в случае LG. Уже рассказал обо всех деталях, а про основные параметры и слова не проронил. Монитор диагональю 27 дюймов и с 2К разрешением. Не какая-нибудь громадина на 32 дюйма, но и не малыш на 24. Золотая середина, которая удобна и для работы, и для игр, и для фильмов. Ну и держит все это самая обычная ножка. Никаких регулировок, к сожалению, для нее не завезли. Но, возможно, благодаря этому наш монитор и стоит адекватных денег. А если уж совсем не вмоготу, вы знаете, что делать. Собственно, эта народная модель и завершает наш сегодняшний рейтинг мониторов LG. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.